Брюки карго — это брюки с карманами, немножко расклешенные к низу. И, в принципе, они сделаны так же, как брюки джинс. Привет! С вами Наталья Филенко и моя онлайн-школа Best Couture. В этом и следующих видеоуроках вы увидите, как шьются вот такие брюки. Они шьются так же, как любые брюки. То есть на основе этих видеоуроков вы можете изучить, как шьются собираются любые брюки. Карманы вы можете сделать в любом количестве и на любом расстоянии. Вы увидите, как шьется внутренний карман, вот этот внешний карман, замок, пояс, и все брюки собираются. Поэтому я вас приглашаю к просмотру. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну а кто хочет получить выкройки, готовые уже выкройки, итальянские выкройки великолепные, более сложных даже брюк карго, отправляйте мне с линком этого понравившегося видео, и я вам вышлю, и также вашим имейлом, и я вам вышлю на имейл вход для скачивания выкроек. Итак, приступаем. Это вперед, и видите, карман вырезан. Обязательно соблюдайте направление долевой нитки, чтобы красиво брюки легли. Закалываем. Уже сделан припуск внизу, но не сделано припуска по бокам. Дальше вот это сам карман, то есть его часть, которую мы видим и которая идет внутрь. А вот эту внутреннюю часть я буду выкраивать из другого материала, потому что у меня, к сожалению, не хватает материала, и мне придется выкроить из другого материала. Как из базы выкроить брюки карго, вы можете увидеть в моей онлайн-школе bestcouture.online. И, собственно, я начинаю выкраивать. 1 сантиметр, но не внизу, припуск на швы. Придерживаем всегда вот таким образом материал, чтобы материал у вас не ездил. То есть по столу материал ездить не должен. Поэтому вы всегда его держите. Брюки я выкроила с базы, которую вы можете скачать на моем сайте и подогнать под вас, измерив талию, бедра, длину изделия. И эту базу потом, с этой базы вы уже можете формировать любые брюки, моделируя. Я вас приглашаю на курсы, которые будут проходить в группе, то есть 2 раза в неделю, где я вам подробно, лично буду рассказывать, как надо моделировать любые изделия. То есть мы начнем с блузы, потом перейдем на пиджаки, потом юбки и брюки. Таким образом вы можете делать любой гардероб на вашу фигуру в последующем. Смещу немного, потому что, видите, мне не хватило на припуск на швы. Дальше я выкраиваю эту деталь кармана. И вы посмотрите в процессе, как это будет дальше сшиться все. Я сделаю маленькие надсечки там, где у меня карман заходит. Я сделаю маленькие надсечки там, где у меня молния пришивается. И переходим к следующей детали. Спинка брюк. Брюки карго на сегодняшний момент очень модные. Меня попросила моя дочка сшить. А сейчас я покажу вам результат моей работы сегодняшней. Вот рубашечка Софии
Тебе понравилось? Да. Да? То, что ты хотела, правда? Да. Это наша собачка. А вот брюки, которые вы видели, как я шила. Очень счастлива, потому что, кроме того, я давала урок ей и подружкам моей дочки. И они вместе, в общем-то, выкраивали рубашку, собирали рубашку, шили вместе, потому что необходимо передать наши навыки также и детям, научить, хотят они, не хотят, научить их рукоделию. Это может стать их профессией. Вот на брюках у нас есть вот такая часть, да, замка, для замка, вот эта вот часть. Вот сколько она сантиметров. Вот, поэтому надо с одной стороны это будет вот так закрываться, с одной стороны не нужно, а с другой стороны будет выходить на 2 сантиметра. То есть где-то плюс 2, но лучше, наверное, плюс 3 сделать сантиметра с одной стороны. То есть, если обхват талии у нас 65, то пояс я должна делать 68 сантиметров. То есть, с одной стороны один в один, а с другой стороны, вот для молнии нам нужно такой хвостик для пуговицы. Так, снимаю иглы. Делаю надсечки в области карманов. И перехожу к поясу. Перехожу к поясу. Конечно, пояс вот такой нельзя кроить. Пояс должен быть вот в этом направлении. Есть еще один вариант проклеить. Я формирую карман. Так как у меня закончилась мемория в телефоне, я упустила, не записала вам момент выкройки кармана, вот большого кармана, и выкройки из 3 деталей вот такого кармана, который я уже сделала. Но я вам объясню, на моем канале уже есть подробная информация, как шить вот такие вот карманы, но я вам объясню еще раз. Выкраиваете подклад, выкраиваете вот такую маленькую деталь, которую пришиваете, обрабатываете оверлоком и пришиваете к нижнему карману. Потом соединяете, поскольку это у нас лицо, вот 2 детали, это лицо. Поэтому нам нужен вот такой результат. Поэтому мы делаем лицо с лицом, соединяем лицо с лицом в кармане и пришиваем его. Даем строчку вот в этой области. Вот так даем строчку и даем 2 надрезика. Выворачиваем карман, проутюживаем вот таким образом так, чтобы шов, видите, он как бы зашел внутрь. То есть немножко рулик образовался, чтобы внешняя сторона не выходила. Можно дать отделочную строчку, но на этом материале я не хочу давать отделочную строчку. А дальше мы делаем вот этот вот, подкладываем нижний карман, когда мы уже все вывернули, нижний карман, и соединяем его вот с этой частью, видите, строчкой и оверлоком. В последующем вот этой детали у нас не будет видно, потому что она скроется за замком. То есть у нас вот здесь вот будет тоже оверлок, и все будет чисто закрыто. От кармана, когда все сделали, уже переходим к соединению пошаговому шву и к соединению по боковому шву штанин, потому что нам нужно сделать сначала карманы на боковом шве, а потом уже соединить вместе спинку и вперед по внутреннему шву. В дальнейших уроках вы увидите пошив этих брюк карго. Я надеюсь, что вам понравился урок раскроя. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И если вам нужны итальянские выкройки, переходите в Donation по ссылке в описании, и я вам вышлю выкройки брюк карго. Выкройки будут с 34 по
6 размер, но вы знаете, что их можно увеличить, как я уже объясняла на моих уроках, следуя за линиями увеличения размерного ряда. Поэтому вы до любого размера можете их довести. Пока-пока. Подписывайтесь и ставьте лайк.